ну, по сути, Ханна солгала ей, сказав, что вот, видите, это пустующий кусок вот мачты, и раньше там было оборудование, которое вас беспокоило, а теперь мы его убрали, и, собственно, вот это объяснение, как бы, было этой дамой принято, как бы, удовлетворительно. So apart from the sensational manner in which this story connects with the phallic connotations of the palace, it's also, there is this general idea that the palace is phallic. You hear this phalliczna natura part, so people talk about this a lot. It's also very interesting to look at the date on which this letter was sent. So it was sent on, as you can see, on the 12th of June 1989, a date which falls exactly between the two rounds of Poland's first free parliamentary elections, which took place on the 4th and the 18th of June. So a landmark event in the transition from communism to democracy. Вот, но как бы тут важно, конечно, понять, что да, как бы, чувственная природа истории, да, является еще одной иллюстрацией того, что, ну, как бы, что о дворце постоянно говорят, что, ну, в общем, он фаллический по своей природе, да, и это, ну, то, как его называют, постоянно в просторечии. И еще одним интересным любопытным моментом является то, что эта дата, в которой было письмо написано, была написана 12 июля 1989 года, 12, и, соответственно, это время, которое припадает ровно посередине между двумя турами первых свободных парламентских выборов в Польше, соответственно, как бы такое очень знаковое событие, разумеется, в польской истории. Знаковое здание, знаковое событие, знаковая проблема. There's a strong literature about the link between dramatic political upheavals and sexual affective excess. So Marquis de Sade wrote about the sort of sexual energy circulating through France during the French Revolution. Wilhelm Reich, who was a slightly eccentric German psychoanalyst and communist, wrote about the genitalic character of the early years of the Russian Revolution. Maybe you can summarize that bit, but the point is that a group of chance interlocutors, I think there was three men and one woman, to whom I told the story of the orgasm lady in a bar in Warsaw, recalled, they were middle-aged, recalled that the sort of heady atmosphere of the state socialist regime's last days, summer days, these were sort of hot summer days, were marked by the sort of sexual energy circulating through town. And they speculated that the Palace of Culture, in all of its sort of phallic centrality, was a natural place for some of this sexual energy to be discharged, like, and in their words, like a lightning bolt. Ну, в общем-то, да, есть такая целая как бы традиция описания того, что такие, скажем так, моменты, когда общество переживает какие-то серьезные трансформации, какие-то тревожные, волнующие, значительные события в истории народа, да, они в какой-то степени всегда сексуально окрашены, да, тут вам и Маркиз де Сад, и его представление Франции как такой охваченной какой-то сексуальной лихорадкой после революции, и такой эксцентричный коммунист Вильхельм Райх, который, скажем так, хвалил генитальный характер ранних лет российской революции. Вот, и, собственно, группа случайных как бы собеседников, преимущественно мужчин, которым у них рассказывали истории оргазмирующей леди, вспоминали, что такую тяжелую, напряженную атмосферу, собственно, конца советского польского режима, да, что характерно, это было время лета, то есть это были такие жаркие дни, вот, и как бы, да, они говорят, что город, скажем так, налит такой сексуальной энергии, которая по нему перемещалась, и они предполагали, что, ну, в общем-то, довольно логично, что дворец культуры, да, в его, скажем так, такой фаллической природе и центральном расположении является, ну, довольно естественным местом, где это, ну, скажем так, где эта энергия находила бы свой выплеск, разрядку. One interesting fact about the sort of gendered characteristics of how the palace is perceived, and another interesting dimension of the palace complex. So in the survey which I carried out, 6% in the question, do you dislike the palace?
21% of men said they disliked the palace, and only 6% of women said they disliked the palace. In the question, does Warsaw need a skyscraper taller than the palace? Only 21% of women said yes, but 51% of men thought that Warsaw needed a taller skyscraper than the palace. And the question, the palace should be demolished, 8% of women said no, yes, it should be demolished, and 23% of men said that yes, the palace should be demolished. So I mean, these are pretty remarkable differences. Just envious. Well, yes, and when I asked the question, I presented these survey results in Warsaw, and I asked the question to the audience, and the audience was unanimous in its declaration that obviously men suffer from an even bigger palace complex than women do. So it's complexity. It's complex. Довольно любопытным образом, скажем так, исследование Михаила демонстрирует вот эту разную гендерную перспективу, скажем так, взглядов людей разного пола на как бы, дворец. Условно говоря, вот, например, негативное отношение к дворцу демонстрирует, подтверждают 6% женщин и целых 21% мужчин. Фразу утверждения, что в Варшаве нужен небоскреб выше, чем дворец, поддерживает 21% женщин и аж 51% мужчин. Ну и, соответственно, предложение того, чтобы дворец был снесен, поддерживает 8% женщин и 23% мужчин. Ну и, как бы вот из зала, да, было выдвинуто предположение, что мужчины просто завидуют. Ну и, соответственно, Михаил подтверждает, что да, как бы очень часто в разговорах люди говорят, что ну, как бы, у них из-за дворца развивается такой своеобразный комплекс неполноценности. This is what I mean by the palace complex. So the phrase palace complex, this is one of the things I mean. It's a phrase that contains within several different meanings. And one of these meanings is in reference to those pictures that I showed earlier of proposed architectural plans for the Palace of Culture. This phrase was actually used once by the mayor of Warsaw. When Zaha Hadid visited Warsaw in 2008, she proposed to build a very high tower next to the Palace of Culture, which was never realized and probably won't be now. And after Zaha Hadid presented this tower, the mayor said, fantastic, this is a wonderful thing, Warsaw will now have its own Manhattan, and Warsaw finally will overcome its palace complex. Вот, ну, собственно, здесь как бы комплексность, значение слова комплекс еще раз как бы встречаются, да, то есть комплекс и в этом значении с этого слова также часто фигурирует в обсуждениях дворца. Например, в 2008 году Варшаву посещала Заха Хадид, и, собственно, она предложила построить неподалеку от дворца очень высокий небоскреб, который теперь, наверное, вряд ли будет реализован, но, собственно, это была официальная встреча с мэром, и на ней он сказал, что ну вот, наконец-то, теперь Варшава будет, собственно, ну, свой Манхэттен, это будет очень хорошо, ну и, помимо всего прочего, Варшава наконец-то сможет преодолеть свой комплекс дворца, да, дворцовый комплекс. So this is a phrase which suggests psychological complex as well as this sort of complexnost, this complexnost, rather. I mean, I think that because we really are running out of time, so I'll sort of skip the last bit. The point is that this sort of there are several different kinds of palace complex operating. The palace complex is complex, and it affects different people differently, and it's it's everywhere, but its operation is irregular, as it were. That has a very positive effect in the city. In one sense, it's a source of fascination, it's a source of energy, it's a source of it's something which builds a sort of a culture for the city. It also has negative characteristics too, but it's able to function because the palace continues to be publicly owned effectively, and because the palace is a building which is still accessible to people. But this public ownership of the palace is increasingly threatened by this process of restitution, which is currently being carried out also. Вот, ну и, собственно, да, Михаил подтверждает, что как бы, вот эта сложная структура, сложная природа дворца подтверждается и в том, что да, он комплексный, комплекс, да, подтверждается, можно сказать, как в смысле того, что он сложно организован, так и в том смысле, что он вызывает у жителей Варшавы какие-то комплексы. Ну и заключая, он хочет сказать, что да, действительно, как бы комплексность и сложность здесь во всем, то есть комплекс Дворца культуры и науки действует на жителей Варшавы очень сильно и при этом очень разнообразно на всех, как бы, на кого как. Он занимает огромное место и каким-то образом формирует городскую культуру, вот, и по-прежнему играет огромную роль в жизни города.
И одной из ключевых черт, да, которые позволяют ему это продолжать делать, является, как считает Михаил, то, что он по-прежнему находится в руках государства, то есть он не приватизирован, но одной из проблем и одной из как бы, потенциальных угроз, которые могут, скажем так, ослабить эту роль и, в принципе, экспериментировать дворец, является вот это вот устава в общем, реституция, потому что это очень как бы, жестокий процесс и может каким-то образом повредить роли дворца в городе. Well, the problem is that there is no Ustava de Privatización. There is no law. It's carried out in this chaotic way, which is